Всем привет! У нас интервью с Данилом Зевс Тесленко. На самом деле, вот он преобразился немножко после матча. Ну, ты был в игре против Fnatic вот немножко такой вот лучший игрок матча. Ну, расскажи, Дань, какие впечатления после наконец-то долгожданной победы и выхода вот в финал? Я думаю, это очень важна была для вас победа. Как вот внутри у тебя ощущения? Ну, в первую очередь, если провести определенную там анализ, взять прошлые игры, да, с Fnatic, то на протяжении 2011 года мы несколько раз, если на важных турнирах, проигрывали именно в этом клубе, на чемпионатах, то есть на европейских финалах мы проиграли тоже в полуфинале по картам 2-1. До этого на MC Beated Fnatic мы проиграли тоже в полуфинале 2-1 по картам. И как бы мы понимали, что они сейчас находятся в хорошей форме, серьезная команда, выиграла DreamHack, вот, то есть из последних таких крупных турниров. И понимали, что на них надо очень серьезно настраиваться. Но при этом мы с ними проводили довольно-таки много времени на тренировках, потому что много с ними тренировались, потому что они с другой группы, и как бы нам было комфортно с ними тренироваться. И в принципе где-то 80% на тренировках мы у них выигрывали. Соответственно, мы понимали, что в данной ситуации, в данном матче, то есть мы можем действительно, вот это тот момент, когда мы просто можем и должны взять их и обыграть. В принципе, так и произошло. Я услышал перед матчем, вот вы говорили, что это на данный момент самая важная ваша игра вот в жизни. Ну, мы сейчас вообще, там есть определенные моменты, которые произошли, которых мы особо не разглашаем, но тем не менее, как бы произошли в первую очередь моменты, связанные с сменой капитана. И для нас каждая игра сейчас, каждый такой матч, он очень важный. Может быть, самый, там, мы говорим, самый важный матч в нашей жизни. Вот мы очень сильно сейчас хотим, у нас есть очень мотивированы, и при этом мы много действительно тренировались, как и индивидуально, так довольно-таки нормально подошли и как команда, в командной хорошей форме, поэтому все в наших руках. Я видел, ты перед турниром, почувствовал ли ты вообще себя вот вольный как игрок, то есть вот ты очень хорошо играл, и наверняка у тебя вот звание будет Man of the Match, лучший игрок. Почувствовал ли ты какую-то свободу в связи с тем, что я просто понял, что сейчас если до этого моя задача была, это в первую очередь вести за собой команду как капитан, то сейчас моя задача в первую очередь показывать хорошую индивидуальную игру. Я много тренировался, я считаю, что мне удача улыбнулась, и я показал неплохую игру. Самое главное, что вот все вот важные фраги и все вот важные моменты, они должны быть именно в командных действиях. В принципе, так и было. Поэтому я могу также отметить, что очень хорошо за атаку, допустим, на Тускане отыграл Сеня, продемонстрировал тоже классную, великолепную игру. Плюс мы играли холоднокровно, после размена мы не нервничали, играли довольно-таки уверенно. С такой командой, как Fnatic, нужно только так, потому как каждая твоя ошибка эти ребята просто не прощают. Соответственно, приятно, что вот мы смогли найти в себе силы, мы смогли взять, собраться и показать хорошую игру и заслуженно победили. Ну, несмотря на то, что сейчас вам предстоит еще завтра финал, сегодня отдых, у вас уже есть квота на гранд-финал. Какие ощущения, вот вы будете защищать титул, как думаешь, удастся вам? И команд наверняка будет меньше, чем в прошлом году, азиатских команд уже не будет FX-ов, то есть, в принципе, европейский глобальный турнир, он будет похож на этот. Как думаешь? Ну, тут такая ситуация, что очень важный момент – это вот желание, мотивация и на самом турнире, соответственно, немножко удачи. Поэтому я думаю, что мы подойдем очень ответственно, все очень, я думаю, будут очень хотеть защитить в третий раз этот титул. И мы будем очень много тренироваться, стараться и подойдем, думаю, в максимальной форме. Но сейчас, может быть, к сожалению, может быть, это факт, то, что сейчас действительно на мировой арене есть такая команда, как по Counter-Strike, как КСК Gaming, который показывает тоже очень сильную игру, в первую очередь индивидуально. С ними их сложно очень читать, у них
очень часто идут, может быть, стандартные стратегии, но великолепное исполнение индивидуальной именно игры дает им возможность брать те раунды, которые как бы они должны были проигрывать, но они их все время берут очень часто. Это мы ощутили в группе, допустим, на Дасте, с ними играли на Дасте. Завтра, моя ставка, что Moscow Five сейчас в данный момент очень покажут хорошее сопротивление, могут даже обыграть. Вот. Они могли также обыгрывать в группе команду Fnatic. Я смотрел этот матч, и просто им там не повезло, плюс они допустили действительно такие какие-то, можно сказать, непрофессиональные ошибки. Вот. И в этом матче, если бы они сыграли более четче, они бы его просто выиграли. Соответственно, это та команда, которая может даже обыграть в данный момент команду СК, которая тоже находится в очень сильной форме. Ну, 60% я все-таки поставлю на победу СК. Вот. И если они сыграют, мы будем завтра играть с СК. И я надеюсь, что мы просто подойдем уже немножко с другим подходом. Ну, у нас будет уже немножко другой подход. Мы будем более четче и детальней разберем более четче и детальней план на игру, потому как в группе мы вроде как бы настроились, но играли просто очень дефолтно, ничего не импровизировали, ничего не делали, а в нужный момент нужно было просто перестроиться. Но это как бы связано и с какой-то неопытностью нового капитана, да, Сереги, вот, плюс такая игра, все немножко волновались, отдавали очень важные раунды, буквально если бы мы взяли там 5-6 раундов все-таки за дефенс и при удачных каких-то там важных раундах за атаку мы могли также у них выиграть, все в принципе сыграли достойно, вот, поэтому я считаю, что наши шансы с любой командой, которая выйдет завтра, с Moscow Five, минимум 50%, а там уже как бы все зависит от нас, все в наших руках. Ну, у вас сейчас день отдыха, как вы будете отдыхать? Наверное, выспитесь или... Ну, пока сейчас еще очень рано, сейчас всего лишь без 15:03, у нас целый день, мы просто, думаю... Сейчас посмотрите игру? Посмотрим игру, проведем хорошо время, отдохнем, настроимся на завтрашний матч и... Конечно же, выспимся, вот, но только попозже ляжем спать. Да. Хорошо, ну, последние слова, будут какие-то приветы, благодарности? Да, хочу сказать, во-первых, хочу сказать большое спасибо всем ребятам, которые сегодня пришли нас поддержать в арену. Было очень приятно слышать именно крики, там, болельщики, видно было, что ребята пришли искренне за нас поболеть, и это очень как бы заводило, да, то есть как бы морально именно, и мы сидели именно настроены были на 100% в этом плане. Вот, очень приятно, когда в родных стенах, то есть как бы это чувствовалось. Вот, всем большое спасибо также ребятам, которые на расстоянии за нас болели. Всем привет, большое спасибо, оставайтесь с нами, ребят, поддержите нас. Вот, мы это чувствуем, нам очень приятно. Что касается... Еще также хотел передать привет. У меня есть брат родной, вот, Богдан. Он играет, профессионально занимается футболом. Сейчас он находится на сборах. Вот, и хочу ему передать привет, пожелать ему удачи. Братан, давай там, держись. У него тоже очень серьезные цели. Он хочет выиграть Лигу чемпионов. Максимально все для этого делает, старается. И я его очень сильно за это уважаю. У него есть пример? Да, можно сказать, у него есть пример. И братишка, привет. Вот. Также хотел сказать большое спасибо нашим спонсорам, которые нас поддерживают. Это SteelSeries, Касперский, Антек, Арена. Вот. Огромное спасибо за то, что у нас есть вот вы, есть возможность участвовать на таких турнирах и выигрывать их, да. В принципе, и также всем привет, кто меня знает. Оставайтесь, все будет супер. Спасибо, Даня, удачи тебе. Давайте, все, пока.